пришел на съемку. Нет, просто мимо проходил. Нет, пришел. Сейчас начнется. Добрый день, друзья! Всегда после обзора задается один единственный вопрос. А что же вы приобрели для себя? Я приобрела для себя 2 орхидеи, но сейчас вы видите 3. Меня попросила подруга для дочери приобрести орхидею в подарок на день рождения. Вот такой шикарный биглип я ей купила. Давайте я вот сюда отставлю. А для себя я нашла 2 интересных орхидеи. Этой орхидеи названия я не знаю. Но наверняка у нее есть какое-то имя. И если кто-то знает, подсказывайте. Но мне она чем-то напомнила сладкую девочку, которая находится позади меня. Правда, у сладкой девочки цветы в 2 раза меньше, но есть такой же белый ореол, как и у этой новой орхидеи. Только сладкая девочка желтая, а это сиреневая. Очень нежная. И обратите внимание на губу. Усы и губа тоже такого же сиреневого цвета. Ну прямо юная девушка. Называться может как угодно. Корневая система есть. Листья отличные. А вот другую орхидею я вам хочу показать и о ней именно рассказать и даже обработать. Это орхидея «Желтая коровка». То есть не корова, а именно коровка. Коровка, да, именно коровка. Такие яркие бархатные пятна. Выглядит, конечно, великолепно, изумительно, красиво. Можно подобрать любое слово. Но вот эта бархатная часть, темная. Но не черная, конечно, но очень глубокий цвет, и она еще блестит. На камере это видно явно не будет, но она блестящая, как будто рассыпанное серебро. Орхидея чудесная, но одна проблема была в последней поставке в Леруа. И таких орхидей было много. Я не побоялась забрать домой эту орхидею. И сейчас вам покажу, почему с такими проблемами часто орхидеи даже погибают. Их не покупают, а в магазине они погибают. У этой орхидеи, и еще там были такие же орхидеи, на листиках есть сажистый грибок. И его все очень боятся. Если первую орхидею я обработала, то эту орхидею я специально не стала обрабатывать, показать, что же нужно сделать для такой орхидеи. Но мы часто с вами покупаем орхидеи, а грибок находится даже на держателе цветоноса. Это получается из-за того, что орхидеи долго находятся в прохладе и во влаге. Вот эти пакеты прохладно и влажно. Первым делом, что я всегда делаю после покупки. Любое калийное мыло, зеленое, горчичное, табачное или дегтярное, пол чайной ложки на 100 мл воды. Это первая обработка. На любом таком калийном мыле написано: отпугивает вредителей, защита от болезней.
и зеленое мыло с экстратом пихты. Почти HB101. Да, практически почти HB101, действительно, замечательно. Хорошее замечание. Теплой водой, намочив чистый ватный диск, снять весь грибок. Видите, он снимается, стирается с листа. Так, мне неудобно это делать так. Сейчас постараемся сделать по-другому. Так, сделать это со всеми листиками, потому что здесь есть маленькая точечка, там маленькая точечка. Тут еще и паучок какой-то был. Вот на этом листе грибок распространился. Его много. И даже лист начинает желтеть. Поэтому быстро все смываем, стираем, обрабатываем. Вот здесь грибок, видите, точка. Верхнюю часть я стерла, а что-то уже начало проникать вглубь листика. Этот лист, да, он быстро пожелтеет и отсохнет. Вот на каждом листике есть какие-то точки. Очень тщательно смываем весь этот грибок. Ну, листья стараемся не ломать, конечно. Ну, все. Надеваем очки, берем лупу. Не только с этой стороны листа. Я возьму другой чистый диск и протру эти части листьев. Если есть на цветоносе, рассмотрите внимательно цветонос. Тоже протирать. В общем, всю орхидею, все протираем зеленым мылом. Я так долго это рассказываю, потому что нужно понять, что вся орхидея должна быть обработана сначала каким-то калийным мылом. Но если нет калийного мыла, ну хотя бы водой. Если зеленое мыло хоть как-то защищает, то вода, конечно, не защищает. Мы только снимаем этот грибок. Хотя даже после вот этой обработки, я сейчас вам покажу, каким лекарством нужно еще сделать одну обработку орхидеи. Сняли весь грибок. Теперь, после первой обработки, нужно, чтобы орхидея вся подсохла. Не нужно ее протирать, она должна просто высохнуть. Может быть, потребуется час, может быть, 1,5. Это зависит от температуры в вашем помещении. И после этого обязательно берем вот такой препарат. Это биофунгицид с антибиотиком. Именно борется с грибковыми заболеваниями. Я не буду сейчас обрабатывать эту орхидею, но вам покажу, как это делается. Это недорогой препарат, он стоит в пределах 20 рублей. Продается или в ампулах по 2 мл, или в пластиковом блистере 2 мл. Ватный диск, не разбавленный фитолавин. Выливаем весь на ватный диск, весь, все 2 мл. И тщательно протираем орхидею. Но только листья должны быть сухие. И потом ставим обязательно на карантин.
и смотрим, наблюдаем. Я думаю, что повторно грибок не появится. Но на всякий случай контролируем этот процесс. Если через 10 дней не появился грибок, еще раз на всякий случай делаем повторную обработку этим же препаратом. Орхидеи очень красивые. С грибком я справлюсь. Это не сложно. Вот мои новые орхидеи. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале.